Всем привет, с вами Натали. Сегодняшнее видео, к моему удивлению, совершенно в другом формате. Раньше я этого никогда не делала и даже не думала, что смогу когда-нибудь рассказывать о себе людям, которых я даже не знаю. В первую очередь хочу сказать спасибо всем, кто смотрит мои видео и остается на канале. Так я вижу, что вам нравится, что вам интересно, и это вдохновляет меня делать новые видео. Но я задумываюсь об одном вопросе. Почему вы можете захотеть переехать сюда или приобрести здесь дом именно после просмотра моего видео? Вы меня не знаете. Появился в ютубе канал Натали Discovery. Кто это вообще? Так вот, на этот вопрос я и хочу ответить. Это видео основано на моей личной истории. Давайте познакомимся. А с чего мы начнем? Правильно, с самого начала. Меня зовут Наталья. Почти все называют Натали. Есть еще несколько вариантов, но этого я вам пока не скажу. Я родилась в прекрасном городе Харьков, в Украине. Сейчас мне 8230 дней, или 270 месяцев, ну то есть 22 года. Чем я люблю заниматься? Смотреть сериалы, читать книги, как художественные, так и психологию. Люблю гулять, особенно по труднодоступным местам. Иногда пишу стихи, люблю рисовать картины, правда по номерам, так как я не художник. Изучаю языки, люблю готовить и, соответственно, вкусно покушать. Люблю заниматься спортом и много чего другого. А, да, чуть не забыла, и еще люблю вести свой канал. Я окончила высшее образование по специальности туризм. Спасибо родителям, что отправили меня в университет, который предоставляет практику и работу за границей. По этой сфере меня занесло в Турцию. Там я работала 2 года трансферным и экскурсионным гидом. Турция очень интересная страна, но мне запал в сердце именно город Мармарис. Я люблю больше природу, чем исторические места, и Мармарис меня этим покорил. Там же я встретила человека, который рассказал мне о Северном Кипре. Так я и попала сюда. После Турции у меня были определенные ожидания от острова, но мой вам совет – лучше ничего не ожидать, и тогда получите больше впечатлений. В общем, когда я первый раз попала на Северный Кипр, мои ожидания слегка не оправдались. По дороге с аэропорта вокруг была пустота, поля, где-то вдалеке горы, а когда пару дней пожила в комплексе, в котором живу до сих пор, было настолько странное ощущение, непонятное место. Я живу во многоэтажном доме, их много вокруг. Шикарно все обустроено, столько бассейнов, рестораны, тренажерный зал бесплатный. Территория очень красивая, все цветет. Чувство, как будто я в городе, но стоит выйти за пределы комплекса. Я попадаю как будто в пустыню. Вокруг сплошная земля и километры полей. Но с другой стороны, рядом море, и это круто. Сам факт, что ты живешь у моря, уже компенсирует другие недостатки. Первый раз я попала на Северный Кипр зимой. Тогда плавать было уже холодно. Но в один прекрасный день я все-таки решилась, и вот как это было. А на самом деле это было так. В общем, еще один факт обо мне – я мерзляк. Позже я поняла, что именно в зимнее время начинается красота на Северном Кипре. Хоть вокруг поля, но они ярко-зеленые, и запах стоит нереальный. Там можно даже пикник сделать, и вас никто не увидит. Мы начали исследовать эту часть острова и открыли Северный Кипр совершенно по-новому. Первые места, которые произвели впечатление, это был ботанический сад с огромным разнообразием растений, мини-зоопарком и рестораном, где можно было вкусно позавтракать или пообедать прямо в окружении экзотических цветов и деревьев. Как всегда, где еда, там Наталья. А второе место – это аббатство Белопаис. Монастырский комплекс, построенный на обрывистом склоне холма. Пейзажи здесь обалденные, куда ни глянь. Дальше в планах было много мест, которыми славится Северный Кипр. Много достопримечательностей я посмотреть не успела. Как говорится, недолго счастье длилось, и мне пришлось возвращаться домой.
Но это не конец истории. Настало то время, которого не ожидал никто. Вы могли подумать, что застанете событие, которое будет управлять каждым человеком, которое повлияет на весь мир, что вокруг все будут ходить в масках, что запретят не то что летать за границу, а выходить из дому. Сейчас мы свидетели больших изменений в мире. И я считаю, это время нужно использовать правильно, с пользой для себя. Мне удалось вернуться на Северный Кипр, и я безумно этому рада. Я не знаю, что может быть лучше, чем находиться во время карантина на острове. Здесь мало людей, мало заражений. Даже когда все было закрыто, пожалуйста, вышли на балкон, дышите свежим, полезным воздухом и смотрите на море. Я считаю Северный Кипр одной из самых безопасных мест в это время. В общем, как вы поняли, мое первое впечатление о нем было неоднозначное. Но могу точно сказать, что Северный Кипр удивил, и осталось желание узнать его лучше. Сейчас я начала изучать его больше, и теперь делиться с вами. Мы исследуем достопримечательности, места, о которых мало кто знает, развлечения, жизнь местных, объекты недвижимости и другое. Действительно, здесь большой список идей, что интересного вам показать. Оставайтесь на канале и будете видеть их первыми. К своему первому впечатлению о Северном Кипре, пожив здесь, я могу добавить, что это место точно заслуживает внимания. Его уникальность по-настоящему можно прочувствовать только изнутри. Здесь другая жизнь. Меняются привычки, интересы, ритм жизни. Никто никуда не спешит, а просто наслаждается всем. Да, есть некоторые минусы, не без этого. И правда, что Северный Кипр не для всех. Но вы этого не поймете, пока не побываете лично. И моя реальная цель – вызвать интерес людей к этой части острова. А кто еще, как не человек, живущий здесь, может лучше рассказать о нем? В общем, спасибо, что досмотрели до конца. Пишите свое мнение о Северном Кипре в комментариях и укажите, с какого вы города. Мне очень интересно узнать, откуда меня смотрят. Также пишите, что вам интересно нового узнать, потому что для меня важно снимать то, что полезно, и то, что приносит результат. Ведь те слова, которые вы говорите, что кто-то поменял мнение о Северном Кипре, кто-то место новое узнал, а кто-то решил сюда переехать, это вдохновляет. С вами была Натали. До скорого!